Привет, вы на канале IT User Help. И сегодня в этом видео я хочу рассказать о том, как добавить дополнительные функции к клавишам громкости на вашем смартфоне с операционной системой Android. Практически на всех смартфонах сбоку есть клавиши громкости вверх-вниз. И основная их задача — это увеличивать и уменьшать громкость. Но с помощью некоторых действий можно добавить этим клавишам функцию перемещения курсора при печатании текста. При вводе с клавиатуры очень часто в телефоне допускаются ошибки. Это опечатки, неправильные символы. И менять их очень неудобно на сенсорном экране. Нужно попасть пальцем, попасть именно на тот символ, который мы хотим заменить. А с помощью физических кнопок, нажимания на них, мы можем очень легко перемещать курсор и попасть очень четко на тот символ, который нужно изменить. Для того, чтобы добавить такой функционал этим клавишам, нам нужно зайти в Play Market, Google Play, и ввести английскими символами. Вводите в точности так, как ввожу я. Typing Control. Нажимаем поиск. И нам нужно установить приложение Typing Control, которое имеет вот такое лого, такую иконку. Очень важно скачать именно это и установить именно это приложение. Скачиваем, устанавливаем и после этого открываем. Далее нам нужно запустить службу. И здесь приложение Typing Control нам говорит о том, что приложению требуются некоторые разрешения. Поэтому мы переходим «Показать настройки». Заходим Typing Control, включено. Читаем, что здесь написано, соглашаемся. Все, в настройках смартфона мы разрешили нашему приложению. Далее нам нужно запустить службу и выбрать те приложения, в которых будет Typing Control работать. Можно выбрать все приложения, но это доступно только в Pro версии. Поэтому в бесплатной версии мы можем выбрать 8 приложений, что в принципе вполне себе достаточно. Нажимаем плюс, чтобы выбрать те приложения, в которых Typing Control будет работать. Ну, основные, нужно выбрать те приложения, где вы чаще всего печатаете. Выбрали, нажимаем ОК. И далее мы можем запустить наше приложение, в котором мы обычно что-то печатаем, чтобы проверить, как это работает. Я покажу на примере заметок. Также легко будет работать и в WhatsApp, и в других приложениях. Например, мы видим, что допустили ошибку в середине предложения. И в обычном случае нам бы пришлось клацать пальцем, попытаться попасть именно в эту позицию, для того, чтобы нажать «Стереть» и изменить символ. Ну, в нашем случае мы можем просто кнопками, нажимая громкость вниз, мы можем перемещать курсор влево, а нажимая вверх, перемещать курсор вправо.
Достигнув нужной позиции, мы нажимаем удалить. Нажимаем удалить, стереть символ и пишем символ, который нам необходимо. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.